У одного мужчины была собака Арла, и он поступил с ней очень жестоко. Привязал к машине пса и протащил его по дороге. Потом сказал, что якобы забыл, что собака привязана к автомобилю, который едет на полном ходу. Однако сложно понять, как человек, который любит своего питомца, спокойно едет по трассе, а сзади по земле тянется несчастное животное. Этот человек сам привязал собаку к машине, которая стояла на парковке. Потом залез в нее и нажал на педаль газа. Авто тронулось с места и все время набирало скорость. За ним, естественно, ехала несчастная привязанная собака. Что же это было? Хозяин забыл или лишь сделал вид, что забыл о ней? Но ситуация была ужасна. Песик своим телом прочесал около 4 километров. Диким мучением Арла пришел конец, когда оторвался ошейник. Весь израненный, он остался лежать на дороге. Но горе-водитель неожиданно очнулся. Осознал, какое горе он сотворил. Подхватил на руки Арла и примчался в ветеринарную больницу. И тут произошло второе предательство человека. Услышав, какова стоимость предстоящего лечения, хозяин очень испугался и бросил собаку в приюте. К великому сожалению, и волонтеры не имели такой крупной суммы на дорогостоящее лечение. Они ушли, оставив Арла в клетке. А тот, весь больной и очень израненный, мучился не только от боли, но и от тесноты приютской клетки. Но вот об Арла услышали в организации K-911 Rescue, которая находится в Хьюстоне. Ее сотрудники забрали пса к себе и сразу отвезли к ветеринарам. Собачке даже пришлось давать седативные средства, которые успокаивают и уменьшают эмоциональное перенапряжение. Ведь даже чуть-чуть тронуть раны собаки было просто невозможно. Это вызывало у нее дикую боль. Врачи, много лет проработавшие с животными, были в шоке от всего увиденного. Прежде они не сталкивались с таким садизмом. И посчитали настоящим чудом то обстоятельство, что Арла вообще остался жив. На его лечение объявили сбор денег. Вскоре нужная сумма появилась, и над Арла начали колдовать врачи, проводя активную терапию. А дальше второе чудо. Сначала медики думали, что псу понадобится пересадка отдельных участков кожи. Ими можно было бы закрыть особо глубокие раны. Но, к своему удивлению, врачи заметили, что раны затягиваются очень быстро. Причем, даже самые существенные. И тогда было решено, что операция, причем очень болезненная, Арна уже не нужна. А потом песик переехал на передержку в дом к добрым хозяевам. Они согласились ухаживать за ним. Как только Арна восстановит свое здоровье, то волонтеры примутся за поиски для него постоянного дома. И это прекрасный исход столь тяжелого случая из жизни собаки. Что до забывчивого хозяина, то все, кто занимался Арна, надеются, что строгое наказание непременно поможет ему ликвидировать пробелы в памяти. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.